Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Вы в глазах женщин. Как женщины вообще вас воспринимают, как они к вам относятся. Вот именно окружающие женщины, да? Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим. Какой же вы вообще человек вот по жизни? Давайте сейчас посмотрим характеристику сначала вашу, что у вас происходит в жизни. Так, у вас начался сейчас какой-то новый жизненный этап. Вот жизнь пошла совершенно другим чередом, не так, как вы жили раньше. У кого-то это может быть, если вы жили в семье, допустим, вы сейчас стали жить один. И, скорее всего, так и есть, потому что рядом серьезных отношений я не вижу вас. Скорее всего, вы сейчас холостяк, может быть, после развода, после разрыва. Вы человек такой довольно сомневающийся по жизни. Вот вы всегда, знаете, прежде чем что-то сделать, вы 100 раз подумаете. Это правильно, конечно. Не будете никогда рубить с плеча. Вы очень справедливый такой по жизни, знаете, но в то же время у вас полно страхов каких-то. Страхи, комплексы вами одолевают. У нас Луна выпала, которая говорит нам о том, что в вашей жизни было много обманов каких-то, недоверия в жизни, да, вот были такие ситуации, когда вы, может быть, даже не знали, что вас обманывают, либо же узнавали это потом. И вот эти вот сложные периоды, вот это вот вранье, хитрость, которая была в вашей жизни, она вас немного, так знаете, загнала не то что в комплексы, но как-то вы вот, знаете, с недоверием стали относиться к окружающим. Вот знаете, как бывает, один раз тебя предадут, либо же обманут, а ты потом до конца жизни уже никому не веришь. Вот приблизительно так. Вы очень активный человек, знаете, вы такой вот добряк, вы деятельный. Знаете, у кого-то может проиграться, что вы обозлились даже вот на женщин. Вот не на одну какую-то женщину, а вот знаете, как мужчины вот часто говорят, что вот все бабы там такие-то. Не буду называть эти нехорошие слова все, да. Порядочных женщин нет, да, вот где я ее возьму хорошую и все такое. У вас сейчас проигрывается, знаете, грусть, печаль, тоска в ваших, вот как бы не в отношениях, а в вашей жизни. Вы полностью поглощены работой, потому что, ну, а чем еще заниматься, да, холостяку? Особо искать кого-то вы не ищете. Я не вижу, чтобы вы что-то делали, искали себе другую женщину. Да, мечтать, хотеть, это можно. Хотелки никто не отменял. Вы довольно неплохо зарабатываете, но вот злость к женщинам есть, да. Вот, может быть, даже вам и есть кому позвонить, да. У любого мужчины, как правило, в телефонной книге есть много женщин, знакомых, кому можно позвонить, да, провести время и так далее. Но вам даже этого особо не хочется. Вот как-то апатия, равнодушие, какое-то безразличие, да, уже даже лень какая-то, да, появилась, вот. Плюс, знаете, может быть, даже у вас проигрывается, что вы начинаете вот вкушать вот свободу, да, вот вам нравится вкус свободы. Когда, знаете, вот такое состояние, когда хочется сказать, что мне одному классно, да, мне не нужно ни на кого тратиться, мне никто не выносит мозг, нет рядом бензопилы дружба, да, птички мозгоклюйки этой нету. То есть вам даже, может быть, нравится это состояние холостяка. Так, давайте-ка посмотрим, как же женщины теперь вас видят вообще. Вот как вы смотритесь со стороны. Знаете, женщины считают, что вы такой, может быть, очень серьезный, с характером. Некоторые могут даже вас побаиваться, да, вот, может быть, кто-то и хотел бы познакомиться, но, может быть, у вас внешность такая грозная, да, вот, что они переживают, что вы, вот, может, сердитый такой, да. Вас считают, в общем-то, мужчиной при деньгах. Вы, в общем-то, обеспеченный товарищ, да.
Также, знаете, в вашем окружении есть женщины, которые вам симпатизируют. Вы можете об этом не знать, но есть такие женщины, которые хотели бы с вами зароманить, да, вот, ну, для начала зароманить, а там уже как пойдет. Также окружающие, знаете, вас видят, вот женщины особенно, они видят вот какую-то, знаете, вот то ли в вашей внешности, вот все равно видно грусть. Вот знаете, когда человеку внутренне плохо, то даже вот нет той самой искорки в глазах. Вот когда, знаете, в глазах читается какая-то грусть и тоска, вот окружающие это видят. С одной стороны, вы вроде бы, да, вот вы там успешный, вы зарабатываете, да, в чем-то, может, грозный, но вот какая-то грусть и печаль в вашей внешности, в ваших глазах, вот это все читается. Женщины очень четко считывают это даже вот на энергетическом уровне. Знаете, вот женщины все-таки, ну вот они отмечают вас, вот даже ваше окружение, на вас обращают внимание, может быть, вы этого не замечаете, но женщина и не одна обращает на вас внимание, причем вот именно серьезными намерениями. Обращают внимание женщины, которые хотят создать семью, детей там, и так далее. То есть... Вот знаете, вы создаете такое впечатление, что вы именно вот для серьезных отношений мужчина. Вот есть такие, знаете, на которых посмотришь и понимаешь, что ну максимум как это где-то пошалить с ним, на большее он не годится, да, вот бывают такие мужчины, ну и женщины, конечно, такие бывают. А вот от вас, знаете, вот веет какой-то надежностью, теплом, вот, да, вот серьезностью. Иногда серьезность бывает даже, конечно, отталкивает, люди этого боятся. Напрасно, конечно. Это, в общем-то, хорошо, когда человек серьезный, да, не сею-вею какой-то, да, простофиля, вот, которому нужна сегодня одна, завтра другая. От вас вот веет вот эта серьезность, и вас немного вот почему-то женщины побаиваются. Так. Да, вот видите, вот вы прям источаете вот какую-то вот энергетику, что вам плохо. Вот женщины видят, ну посмотрите, одни мечевые карты у нас. Вот женщины видят, что вы то ли обозлены, знаете, на весь мир. Может быть, вы себя ведете как-то в определенных ситуациях, может, более вспыльчивый, более агрессивный, да. Ну, как-то вот они видят, что то ли вы сердитесь, то ли вы обозлены на весь мир. Ну, вот как-то так, да, вот именно это окружение ваше видит. Вот я не говорю, что просто там какая-то с улицы тетенька прошла и увидела. А вот именно люди, с которыми вы где-то пересекаетесь. Это может быть на работе, друзья, компании, где угодно. Ну, то есть какая-то вот энергетика идет, что вот вам плохо. Это очень сильно чувствуется. Женщины, они вообще очень интуитивные существа, поэтому женщины чувствуют, да, вот, может быть, взгляд, да, бывает такой взгляд у человека, что вот не подходи, да, просто убивает взглядом человек. Вот. Знаете, могут быть даже такие ситуации, что женщины и хотели бы познакомиться. Может быть, даже будут попытки вот из вашего окружения вот как-то сблизиться с вами. Сначала, может быть, по-дружески как-то тогда, потом уже больше сближаться. Но вот боятся вас женщины. Ну вот боятся вот как-то, может, внешность, может, манера поведения. Ну как-то, знаете, вот... Но они даже, вот понимаете, такая ситуация, что с одной стороны вы нравитесь, да, допустим, какой-то женщине, и она не знает, что делать, как подойти, да, чтобы вы не отшили ее, потому что женщины тоже боятся этих моментов. И она не знает, что ей делать, да, вот и бывают такие моменты, что женщины хотят либо же подойти поговорить, либо написать вам, да, но вот как-то они боятся, ну что-то их останавливает, вот какой-то страх. Да, вот они думают,
что вы либо откажете, либо не захотите общаться, да. Одни мечи, мечевые карты. Знаете, еще может в вашей жизни проиграться какая-то женщина, которую вы знаете. Это может быть женщина из прошлого, даже из детства, я не знаю, может, на бывшей работе, учились вместе, жили где-то по соседству. Ну, то есть, кто угодно это может быть, да, то есть, какая-то старая знакомая ваша. И знаете, она может нарисоваться через какое-то время, либо же вы где-то пересечетесь с ней. Эта женщина, она сейчас тоже одинокая, у нее разбитое сердце. Она точно так же вот какой-то период, она ни с кем не хотела общаться. Эта женщина сама ушла от мужчины. Да, у нее точно так было разрушение в отношениях. И вот с этой женщиной, вот именно с которую вы знаете уже, вот вы пересечетесь, и у вас начнутся потихонечку отношения с этой женщиной, кстати. Вот после вашего затишья, после того, как вы вот отгоняли, прогоняли женщин, да, которые вот боятся к вам подойти, либо же подходят, да, вы, может быть, так холодно себя ведете, вот, вы их так в сторонке оставляли. С этой женщиной у вас начнется роман. Вот именно отношения уже более такие стабильные. Это не одноразовые отношения. Но это, еще раз говорю, женщина какая-то из прошлого. Да, туз кубков у нас выпал. Это женщина для новых отношений. Для, знаете, вот для отношений уже, которые вас воскресят вот из этого вашего холода, из вашего вот этого вот замороженного состояния. Это женщина совершенно другого плана, да, не для одноразовых встреч каких-то. Поэтому, дорогие мужчины, ждите новую женщину, ваша гостья из прошлого скоро появится в вашей жизни. Ну и, конечно же, не отпугивайте женщин, которые вас окружают. Улыбнитесь, в конце концов, может быть, там, да, подмигните. Вот, чтобы вас никто не боялся. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!